Жорик, привет! Кто здесь проснулся в 6 утра? Ни свет, ни заря, ни свет, ни заря. В 6 утра уже проснулся, началась возня. Дела важные, погрызушки. Я думаю, утром кто там у меня тут вошкается. А он уже в туалет сходил и все. На пеленочку такой молодец. Мне кажется, он подрос за неделю. Такой уже большой мальчик, карапуз. Красавчик. Покушали в 20 минут 7. Водички попили. Уже со всеми побегал. Костика поднял в школу. Справился. Костик собирается в школу. Иди проверь портфель. Пошел, пошел. Бубочка моя на ковричке лежит. Стал ложиться уже на коврик. Сначала не хотел, а теперь уже ложится. Но не спит, девочки, на нем. Не спит, наверное, жарко ему. И вот сегодня утром побегал, всех проводил в школы, на работы. И теперь он немножко подремал и играется. Меня просили показывать его почаще. Потом будут говорить, уже не показывай нам его, он нам уже надоел. Ну как такой может надоесть? Он самый красивый, самый потешный, самый-самый любимый. Я, бывает, даже вот похожу, он там где-то спит, и мне уже скучно. Думаю, где он там? Где он там, мой красавчик? Мы с тобой кудлатые, надо тебе сейчас обязательно почесать. Смотрите, какой хвостик. В общем, здесь у него место. Ну, я так пододвигаю. Я здесь сплю, он возле меня на ковричке спит. Ну, он не на ковричке спит, он вот там спит, в углу. Но здесь вот он так ложится и здесь играется. На тепленьком. Может, потом и спать будет. Мамина Бубочка. Моя ж ты ласточка. Играется уточкой, зубки свои чешет. Ребята купили вчера ему такую поилочку, потому что выходим гулять, и он хочет пить. Поднимается, туда водичку накручивается, водичку наливаешь, нажимаешь, и водичка здесь. Что вчера пошли гулять, он так прям набегался, и не было с собой воды. Я говорю, быстренько покупаем водичку. Что мы гавкаем? Залезает вот так под шкафчики, вылазит и смотрит на меня. А что случилось? Что такое? Что такое? Сейчас мне свернешь хою. Давай, иди сюда. Вылазь. Что за игры? Что это? Видите, что творит? Так, девочки, вчерашняя наша пересадочка. Вот он, красавчик. Ну, он мокренький еще. Пока не поливаю. Красавчик. Красавчик. О, гляньте, какой силач. Двигает табуретку. Вот это да. Какой кошмар. Там в парке собаки гавкают. Сейчас тоже пойдем гулять. Иди бери змеючку, потаскай. В общем, не завяла, слава богу. Орхидея наша стоит здесь. Девочки, посмотрела, уже надо поливать некоторые цветочки. Это еще цветет. Мету Purple Dragon. Красавица. Ну, еще можно пару дней подождать. Смотрите, корешки какие у вителины. Ой, не вителина, инциклия кахлеата. Такие новенькие корешочки, прям супер. Мне нравится. Что-то с алаказиями у меня совсем ничего не получается. Единственное, дракон начал растить второй листик. Злани что-то совсем. Не знаю, девочки. Такой я себе цветовод. Ой, капец. В общем-то, бегло просмотрела, где что, кого. Но я думаю, пару дней еще подождет, и можно будет поливать. Тепло еще, просыхают быстро. О, смотрите, не люблю, когда вот так делают алаказии. Свои старые листья начинают желтеть. Ну, вот новые растут.
Да-да-да-да-да. Все, убежал. Там собака погавкала, и он убежал. Давай мыть полы, давай. Сегодня у него не хочется. Все. Вчера помогал, сегодня не хочет помогать. А у нас тут вот будем здесь пересаживать. Костя в школе. Вижу уже листики. Сушит Тайсука. И вот эта парфюмерка. Девочки, пока ребенок спит, Жорик уснул, я здесь занимаюсь садовыми работами. Пополивала, вот подобавляла водички, пролила, оставила здесь поддончики. О боже, сейчас проснется. Заглянула к своему пенивчику, такому розовощекому в этом году. И смотрю, что надо, девчонки, его это не поливать. Поливать само собой, надо его пересаживать. Видите уже какие корни. Нужна срочная пересадка. Есть там горшочек у меня побольше. Отнесла Magic Art, душиком прополоснула. Здесь вообще капец, что творится. Смотрите, сколько корней. Просто ужас. Вот эту тоже надо красотку разбирать, желтенькую. И прятать вот эту всю копну волос ее. Кучери все. Смотрите, что творится. Вообще. И смотрите, что я здесь обнаружила. Моя хоечка Белла Льюис Бюс. Вот так я ее здесь поставила. В таком у меня стаканчике. На фитильном поливе. И смотрите, как здорово. Здесь уже цветение вовсю. Она у меня один раз уже цвела. Это второе цветение. Но тот цветонос, на котором она цвела, он не сохранился, он засох. А здесь, смотрите, на каждой веточке, вот на каждом ответвлении по корзиночке. Так здорово, вот здесь. И как-то на краюшках. Я просто никогда не видела, как она цветет. И с этой стороны, вернее, видела, что цветет, но у меня... Ой, а что-то не... Смотрите, упал один бутончик, и второй не потянет, видите? Осыпается корзиночка. Может, руками не трогать. Ну, хоть посмотреть на эту, которая уже открылась. Такая милота вообще. Смотрите, сейчас я увеличу, чтобы было видно. Смотрите, какая милота. Прям такие звездочки. Красота. И липтика моя уже отцвела здесь, осыпалась. Но все равно красивая. Тоже цвела красиво. Пообрезала тут уже много торчащих цветоносов. И вижу, у Патрика цветонос тоже подсох совсем. Я его обрезала под самый корень. Вот вижу, корень у него растет. Под самый, не под самый корень, не под самый ствол практически. Не, ну там сантиметр остался, видите. Так обрезала. Новый листик Патрик растет. Красавчик. Красавчик. Вот этот корешок во время пересадки был активный. После пересадки он его закупорил. Ну ладно. Некоторые корни в новой посадке, видите, не захотели дальше жить. Схлопнулся веломен. Но я надеюсь, что вот эти новые корни от шеи, которые у него там растут, они зайдут в субстрат, и все будет хорошо. Надо мне еще таких вазочек парочку купить, раздобыть и попересаживать. Так, а сейчас я пойду и пересажу там 3 свои маленькие орхидейки 1,7 в плагрон. Решила в плагрон. Сейчас наберу, помою, плагрон сполосну под проточной водой. Девочки, вот растит корешки балеринка. И вот та еще вроде как начала рост. Так, а самая первая, которую я сняла, вот она. Как она в плагроне себя чувствует. Вот этот вниз ушел корешок, но он все время влажный, и я что-то не знаю, как оно будет. Вот здесь корень идет. В общем, наращиваем корни. Вот там тоже корень идет. В общем, тьфу-тьфу, малеча растет. Растет малеча. И, по-моему, вместе с этой я снимала и отсаживала Джулию, детку. Вот она, как она сегодня себя чувствует. Вот у нее корни в плагроне. Я немножко водички вниз наливаю. У нее была проблема немножко с тургором. Вот вижу новый корешок.
В общем, более или менее все. Более или менее. Я переживала, что она плохо себя чувствовала после отделения. У нее прям эти листики все были, знаете, такие как тряпочки. Сейчас вообще такой хороший тургор. Нормальде. Нормальде. В общем, тьфу-тьфу, нормально. Я вот этот листик все равно вот так опираю об горшочки, чтобы он был так повыше. Это помогает, подпорка какая-нибудь, какая-либо, даже соседнего горшка, помогает тургор сохранить. Так, ну это нормально. Все, дальше наблюдаю. Так, девочки, помните 3 орхидеи, которые, там 4 было, которые мне подарили? Как подарили? Спасенки, да? Которые оказались без веломена. Ну вот одна из них, которая лава, это уже 3-й лист вот в таком состоянии, но там новые листики. Вот этот новый вышел, и вот еще один идет новый. И новая корневая система. Она живет на тяжах. Вот, тяжики. Живет на тяжах. Ну, я уже заочно с ней попрощалась была. Потом смотрю, корни пошли от шеи. Новые листики. Думаю, ну посмотрим. В общем-то, у нас развалился кто? Этот, господи, девочки мне напоминали, я с Sunset Love путаю. Короче, девочки, напомните еще раз. А как же он? Не буду вспоминать, не буду напрягать мозг. Так, вот вторая. Тоже из той же партии, но она получше выглядит. Намного получше. У нее просто был корневой неплохой ком. Ну, комом это не назовешь, но вот эти корни в плагроне, вот они темненькие. За счет них она еще более или менее растет. Вот сейчас шею нарастит, и думаю, что пойдут корни. Нету там корней? Пока не видно. От шеи. И тогда будут дела наши получше. И третья. И третья вот. Она, по-моему, тоже на одних тяжах, но растит вверх. Да, она на одних тяжах. По-моему, вот это какая-то пилорик какой-то. Вот, да? Я помню, что пилорика была одна из орхидей. И вот это, кстати, склеенный лист идет. Видите, что у меня в последнее время очень часто склеенные листья на орхидеях. По-моему, это Фортуна. Фортуна бабочка. Какая-то из них Фортуна бабочка. Или это, или это. А где эти бейджики? Вот это Фортуна. Вот Фортуна. И вот у Фортуны склеенный листочек. Ну вот Фортуна осталась. Осталась вот это пилорик. И осталась лава. А как же та 4-я называлась? Сан. Помню, что-то со солнцем связано. Ну, ладно. Склероз, девочки. Склероз. Капец. Так. Эти у меня в мхе в стаканчиках. Красивый листик вырастила. Angel Voice Panda. Не цвела у меня, по-моему, ни разу. Но лист хороший дала. Молодец. Молодец. Немножко даю водички, и вот она в мхе так себе тут растет. Сейчас надо свет уже включать. Это вот еще одна детка. Это снятая мною со сплэта. Один корень, по-моему, пропал. Вот корни живые здесь есть. И вот еще корень идет. Короче, не без потери корней, но листик вышел. Ну, более или менее. Вот так вот я ее сняла, видите? Так место мамкина и осталось на ней. Вместе с мамкиным местом. Так, уже пора включать свет здесь. Потому что уже солнышко уходит. С утра свет. Мне тут немножко неудобно. Надо подлазить и именно вот так делать. Все в ручном режиме здесь. Вот так. Липучка улетела. Что-то тут налипло на нее за лето. Нравятся мне эти липучечки, очень удобно.
Так, ну в плагроне у меня немного, но есть. Но в принципе потерь особых нет. Так, это моя красавица Хоя растит. Листики такие, прям класс. Каудата. Смотрите, как она переливается, да? Аргент. Аргент. Гляньте, как она переливается, девочки. Супер, да? Мне нравится. Так, все, идемте, пересадим. Сейчас помою вот эти вот шарики, возьму мешочек с шариками, помою. И там я взяла вот такие небольшие стаканчики, вот такие вот, наверное, в небольшие стаканчики посажу. И один вот такой стеклянный, там у меня бокал. Посмотрим. Та, которая будет с большими, побольше корнями, пойдет в бокал, а остальные пойдут в маленькие стаканчики. Идемте, пока Жорик не проснулся. Есть уже желающий на плагрон, да? Это, а может он думает, что это корм, но он же чувствует, что запаха нет. Видите, как у нас тут спрятаны грядки. Ты что такое за собак? Что это за собак такой? Что это такой за собак? Все у нас в шапочках. Все у нас спрятано. Так. Ох, любимое занятие. Снимаем мхи. Тоже не знаю, жалко обрезать так. Да, может оставить. Жорик только возле меня тут лежит. Даже не подозревает, что здесь затевается. Да, Жорик? Он еще не проснулся до путя. Ох. Так, девочки. Намыла плагрончика. С кого начнем? Давайте вот с этой красоты начнем. А? Посмотрим на ее корешки. Так. Тайсука Анна. Что написано? Непонятно, что написано. Вернее, ну понятно, просто я плохо вижу. Так, то мы расположились в комнате Костика. Он скоро придет, поэтому надо побыстрее управиться. Вот так вниз проталкиваешь пальчиком и все. Ой. Так. Снимаю мох. Что я вам скажу про Тайсуку Анну? Надеюсь, вам меня слышно хорошо. Девочки жаловались, что у меня плохой звук. Надо купить микрофон. Смотрите, какой хороший корневой рост у нее начался. Та, которая была у меня первая, а это уже у меня третья, она у меня в корене захотела расти. Она процвела, показала, что она не бабочка, но все равно красивая, симпатичная. И бутончики у нее были с язычками. И вот тогда я думала, когда увидела эти язычки, первый раз такое увидела, я подумала, о, наверное, это точно будет бабочка, потому что у нее такой необычный бутон с язычком. А вот у бабочек, вот у Тайсуки Анны, как раз таки наоборот. Бутон особо ничем не отличается от обычных бутонов у всех остальных бабочек. Немножко там форма изменена. И оказывается, если вы видите, что у вас, вы еще не знаете, как будет цвести ваша там 1,7 или 2,5, именно Тайсука Анна, но вы видите, что из бутона выглядывает такой язычок светленький, ну, то, девочки, это будет стандартик. Слушайте, здесь так плотно набито, прям тяжело убрать. Я стараюсь, но очень тяжело. Она прям вот так схватила корнями этот небольшой кусочек мха. Прям обвила. Может, в мох ее посадить? Ну, что-то я побаиваюсь. Почему плагрон? Потому что вторая моя Тайсука Анна, которую я приобрела позже, после того, как та у меня показала, что она без мутации, не бабочка, а потом начала болеть и не принимала посадку с корой. И кто тут бегает? С корой и с мхом. И купив вторую,
в размере, по-моему, 2,5. Я, когда пришло время пересадить, я не стала испытывать судьбу, искушать судьбу. Я ее в плагрон посадила. Ну вот она сейчас в плагроне растет. Сейчас я вам ее покажу. Но пока роста по корням в плагроне я недавно смотрела, не видела, что меня удивило. Вот уже я сколько обобрала. И я подумала, что следующую, вот эту, я обязательно, когда возникнет необходимость пересадки, а она здесь возникла, уже все, уже пошли наверх корни, уже все. По-моему, Жорик пошел по моим грядкам. Жорик, иди сюда. Ему скучно. Ему скучно, он начинает, девочки. Жорик! Сейчас, подождите. Знаете, что он любит? Вот такие всякие стаканчики. На. Он недавно стащил у меня орхидею прям с нижней полки. Вот так взялся за стаканчик и потащил ее к себе в логово. Ну, листья не поломал. Просто так взялся за стаканчик и утащил, и грыз стаканчик. На, иди, я тебе разрешаю вот этот стаканчик. На, займись. Все, понес, девчонки, понес. Понес в коридор. Вот он, вот. Где он? Вот. Вон он. Пошел играть с ним. Все, можно спокойно пересаживать. А то, что уже полез по всем моим этим схованкам. Не соскучишься, малеча. Ой, так хорошо стояла, теперь все, я нарушила. Да, девочки. Так. В общем-то, я посадила вторую свою тайсуку 2,5 в плагрон. И она себя стала лучше чувствовать. И я так по чуть-чуть поливаю, по чуть-чуть. Потому что перелив в плагроне тоже дает корням загнивание. О, занят парень. Занят. И теперь на полу не расположишься сильно. Он сразу подбегает, все, коринки, все надо. Девочки, но он орхидеи не грызет, ничего не делает. Это, кстати, у меня на кактус упала она. Стоял снизу кактус и упала. Покололся листочек. У нее такой интересный получился стаканчик из корней. Прям здоровски. Сейчас с Жориком пойдем гулять. Он сейчас побегает, покушает. Так, вот этот листочек, видите, он уже пропадает. Его надо снять. Думала убрать цветонос, а потом думаю, вот так вот разделяем и разводим в сторону. Девочки, не одела очки, плохо вижу. Надо за очками идти. Ну ладно. Так, о, очень даже хорошо. Сильно прям отделять мох, прям вот отшкрябывать его прям не надо. Что осталось там чуть-чуть, то осталось. Я знаю, многие девочки даже высаживают орхидеи неорганический, короче так, к керамзиту добавляют еще мох специально, потому что считают, что быстро керамзит просыхает. Я не знаю, я в керамзит не высаживаю, а в плагроне как-то не так быстро просыхает. Там даже вот смотришь, думаешь, что уже как бы сухо, а нет. И можно даже залить. Так, куда будем ее высаживать? Сюда? Мне кажется, она перевернется. Хотя... Так, да? Шариков набросать. Или в стакан лучше. Вот в этот. Стеклянный, да? Лучше в стеклянный стакан. И вот, да, вот я в стеклянный стакан, он более устойчивый. И вот так прям беру. Сейчас, девочки. И просто вот этими шариками засыпаю. Они разной фракции. Видите, они разные. Есть побольше, есть поменьше. Мне, кстати, Жорик же ворует шарики эти из моих горшков. А мне муж говорит, да дай ему самый крупный, хай с ним это вот.
Ну вот, например, самый крупный вот такой. Я боюсь, что он проглотит все равно. Мало ли еще там забьет себе желудок, кишечник, сделает себе заворот-кишок. Я прям рукой насыпаю. Надеюсь, что будет удобно и хорошо расти орхидеи. Так, хочешь выровнять? Что такое? Все, уже лезет ко мне. Так, тут корень наверх идет. Я хотела его вниз, а он выскочил. Жорик, играйся, я тебе дала стаканчик. Тебе надо именно шарики. Он знает, как шарики звенят. Его тут уже не обманешь. Он берет шарик в зубы. Ой, я же хотела ровнее. Видите, 2 листика у нее получилось. Ну, вот так вот. Так можно поправить. Побольше так насыплю сверху. Сейчас вот эти вот шарики из плагрона, они сейчас влажные. И поливать не надо. Ну, получилась вот корневая здесь. Видно новые растущие корни. Посмотрим. Пару дней не поливаю, потому что в каждом шарике влага есть. Так, сейчас принесу вам, покажу эту орхидею, только в большем размере. Уже она несколько раз цвела. Тоже бабочка, тоже Тайсука Анна, которая уже в плагроне не 1-й месяц. Вот она у меня такая, видите, большая. Сейчас такой лист большой растит. И у нее была история такая, что корни, видите, тяжи. Веломен пропал, кора мох. Не понравилось ей. И я, короче говоря, вот так ее в баночку и в шарики. Тоже редко поливаю. Вот сейчас буквально на днях полила, вот буквально вот столько воды оставила. И видно, что корневая прям мокрая-мокрая. Очень долго просыхает, хотя здесь не слишком уж и узкое горлышко. Но вот растит листик. Корней от шеи я пока... А, есть, по-моему, да. Есть там новый корешок от шеи. Видите? Ну, в общем-то, думаю, что этой тоже подойдет такой же неорганический компонент. Так, все. Что ты там нашел? А, это ты все стаканчик гоняешь. О, очень хорошо. Стаканчик прекрасный. А, и давайте сейчас приклеим же вот эту бирочку. Она была вот так приклеена с внешней стороны горшка. Красивая. Кстати, эта орхидея очень долго держит свои цветочки. Так, еще одна Арома 68. Очень она вот вкусно пахнет. Даже сейчас. Очень вкусно. Это ее первое цветение в размере 1,6. И такой, видите, красивый листик. Моя, кстати, уже отцветает Достибель. Она здесь стоит. Достибель отцветает. Я эту аромку причислила так по умолчанию к парфюмерным фабрикам. Так. Здесь тоже уже корешки просятся наружу. Так, вот еще один стаканчик. Только надо помыть, а то съест мох. Он, знаете, что вытворял? Мы же пересадили с вами эту Леди Мармелад. Так вот он, этот шаловливый товарищ, я же положила сверху шапочку из мха, он ее разгребал и кору оттуда доставал и бегал. Пока я не одела вот эту защиту в виде манго продается в этих сеточках. Уже, мне кажется, надо колготки купить и все горшки, которые внизу, поднять все не могу. Но здесь вот, кстати, уже, в принципе, в зоне доступа у него только замиокулькас. Он туда постоянно лезет, но мы учим команду нельзя, фу. Надеюсь, что с этого что-то будет. Сегодня прям смотрела видео с кинологами, как они там рассказывают, как учить эту команду. Фу, девочки, это вообще. Надо толкнуть в бок собаку, когда она лезет туда, куда нельзя.
Или там что-то берет, когда что-то берет. Особенно вот в парке, когда гулять. Такие маленькие листочки юные. И вот как делает собака к щенку. Если щенок что-то не нравится, что она лезет куда-то не туда, собака рычит и толкает в бок щенка. И вот нам тоже надо, ну так, не так, чтобы он прям улетел, а так сказать фу, или нельзя, или нет, и толкнуть в бок. То есть это как вот мама с ним поступала, такой вот надо делать прием. Но я еще не пробовала, надо будет попробовать. Но когда к орхидеям лезет, он когда в азарте, в запале, он прямо лезет к орхидеям, прямо вот это мое заграждение все выносит. Так, слушайте, я при помощи этого рук без пинцета легко сняла весь мох. Такие хорошие корешки. Жорик, Жорик, иди сюда. Жорик, фу. Угу. Сейчас. Бесполезно, девочки, все равно лезет. Надо поумнеть. И мне, и ему. Что? Неси игрушки свои. Где твой мячик? Все равно ему туда надо. Так, все, парень успокоился. Можно продолжать записывать видео. Так. Я, кстати, забыла взять корневин, которым надо обрызгать для улучшения роста корней. Здесь я, кстати, вижу пропавший корешок, желтенький, не желтенький, а такой присохший. Немножко вижу здесь остатки листика старого, уже присохшего, можно убрать это от старых листиков. Так, ну более или менее. Сейчас пойду возьму корневин. Так, вот эта добавка польская. Надо взболтнуть. Что-то я и вчера пересаживала орхидею, забыла про нее. Вот так по корням. И очень хорошо работает, когда даже на шею орхидеи, вот если взять уже давно пересаженную, и просто на шейку побрызгать. Ну и сейчас эту, которую мы пересадили, тоже можно также сбрызнуть на шейку. Вот, все. Ну, а это уже конкретно по корням. Все, этого даже слишком много. Так. Ну вот. Здесь мы будем использовать вот такой стаканчик. А для того, чтобы это не было слишком такая очень мягкая конструкция, и чтобы шарики не ходили, мы один в один поставим. Дырочки я не делаю для того, чтобы были дренажные отверстия, потому что это больше такая, знаете, закрытая система. Тут вообще много даже субстрата не поместится. Потрясти. Давайте сейчас сначала так. Посмотрим, как быстро будет пересыхать. Хотя вот они сейчас влажные, корни влажные. Я недавно проливала эти орхидеи. Они вот в таком количестве небольшом мха тоже очень-очень быстро просыхают. Кто там пришел ко мне? Вот ложись, угомонись, успокойся, полежи. Я прям туда просыпаю вовнутрь, между корней. Так. Вот я уезжала на неделю. В принципе, орхидеи в плагроне даже особо не просохли. Нормально. Нормально. Там говорят девочки, что когда холодно, на окне могут они подмерзнуть. Я не знаю, девочки. Ну, в любом случае, когда орхидеи на зиму на окно я ставлю, вот в кухне у меня на окне, я все равно использую подставочки под орхидеи. Независимо от того,
субстрате они у меня, в органическом, неорганическом или вообще в открытой системе. Все стоят на подставочках. Есть у меня орхидея, которая в такой емкости 1,5 литра, полностью в этих шариках на окне, она зимовала. И была такая подставочка, и под горшочек вот этот коврик прорезиненный такой. Ничего не случилось с орхидеей. Еще раз брызну. Вот, все. Мы посадили. И во второй стаканчик, чтобы не было слишком мягко. Так, красивая. И приклеить надо вот эту внешнюю этикеточку. Так, ну осталась у меня вот эта дама. Я смотрю, что у нее большой корень, а этот стаканчик маленький будет, мне кажется, для этой корневой. Надо будет придумать что-то другое. Что это за орхидея? Спросите вы. Это Dream Diamond, бабочка. Она еще не цвела у меня. Не знаю, будет ли это бабочка, что это вообще будет. Может, это вообще будет какой-то стандарт. Ну вот из-за нее был сделан заказ. И был пакетный заказ. В пакете была вот эта Арома 68 и какая-то еще орхидея пилоричная. Но мне не хватило. Вернее, садовник не то, что не хватило, садовник не прислал ту, которую все хотели, в этом пакете. И предложила продавец вместо той недостающей Тайсуку Анну. И я думаю, ну, возьму я еще одну. Учитывая свой опыт, достаю руками, учитывая свой опыт негативный, и я вижу, что Тайсука Анна такая орхидея с претензиями, непростая, ну, мне так показалось, то я решила ее продублировать. И вот она, на мое счастье, тоже процвела бабочкой, потому что я еще как бы не была уверена. А весь движ по заказу был вот из-за этой Dream Diamond. Девочки, у кого Dream Diamond уже процвела в этом возрасте? Это как бы куст такой не маленький, но размер 1,7. У меня еще не цвела. Вижу, что у садовника тоже не цвела. То есть это как очередной кот в мешке. Понимаете? Что будет, неизвестно. Так, здесь надо подобраться поближе, потому что на поверхности корни прям друг к другу так приросли. И между корнями много очень мха. И этот мох прям вот он у основания шеи. Вот его-то, мне кажется, здесь-то вот в этой ситуации надо бы зачистить получше. И вижу здесь какой-то немножко листик неудачный. Я его лучше сниму. Покажу почему. Сейчас, ребят. Потому что он здесь вот с таким потемнением. И уже желтеет. Я его сняла. Идут здесь от шеи корешки новенькие, если вы видите. Да, видно? Немножко сижу от окна, и здесь немножко свет не сильно хороший. Ну, надеюсь, что вам видно. Так. Вроде как от окна и должен быть хороший свет, но ушло уже солнышко, и все. И темно. А Жорик спит. Вот так вот. Еще маленькие, они в этом возрасте 3-4 месяцев, спят в сутки 18-20 часов. И вот он побегает и отрубается. Так, здесь нашла краешек сухого корешка. Срежу. Здесь такой тоненький корешок, но растущий. Это очень приятно. Здесь вот начинается рост корня прямо из почки, видите? Интересно. Так, ну вот немножко почищу здесь. Знаю, что девочки рассказывают, что Dream Diamond еще та штучка. Посмотрим. Я не по поводу там цветет как хочет,
будет ли бабочка или нет, или там кем она там будет, а именно по уходу за ней, что очень такая непростая орхидея. О-о-о. Я думаю, что вот с такой корневой нам в этот стаканчик ну никак не поместится. Никак. А такой горшок большой для нее. Надо, девочки, пойти что-то поискать. Сейчас. Так, есть у меня вот такая вот емкость для сыпучих продуктов. Какие-то орхидеи у меня уже росли в этой емкости когда-то. И еще какая-то есть растет. Так, тут бы корни хорошо бы направить. Они росли в воздух. Я постараюсь. О, вот так. Я считаю, что это нормально. Вариант неплохой. Осталось только засыпать шариками. Если не хватит, еще по-моему. Ой, льется вода. Вообще, знаете, такая пересадка. Не напрягаешься. Засыпаешь себе. В моем случае главное, чтобы на пол не попал ни один из шариков. Там меня подстрахуют сразу. Придется мне бегать забирать. Так, я же хочу, чтобы ты ровно по центру был. Красавчик. Не хватает, надо еще идти. Надо еще идти мыть. Не хватает. Я еще намыла. Парочку уронила. Жорик такой забрала. Досыпаю. Не даю ему. Эх, бессовестная. Хороший малыш. Веселый. Но надо глаз да глаз. Я уже по звуку ориентируюсь, куда пошел, что делает. Если затих, чем занят. Потому что если затих, значит что-то нашел. То, что ему лучше не надо. Ведь игрушки, как и детей, не особо интересуют на короткое время. А интересует все, что ему не надо, все интересует. Ну, как всегда. А я тут сижу и тарахтю этими всеми шариками. Так хочется, так хочется. Слушайте, эта баночка вот прям идеально подходит для этого размера. Я бы назвала это уже хороший 2,5. Так, где у меня упал тут шарик? Ой. Сейчас все уже высыплю. Куда-то ушел, чем-то занялся. Наверное, там трощит мою полку с орхидеями нижнюю. Жорик! Так, ну все, ребят, вот такая вот получилась красота. Вот такие вот. А что ты кушаешь? Жорик, что ты достал уже? Выплюни. Что-то нашел. Какой-то листик, наверное. Так, вот такие вот 3 орхидеи мы с вами пересадили в флагрон. Быстро и эффективно. Дай, пожалуйста. Что ты съел? Жорик? Все, убежал. Так что надеюсь, что корни нарастут и все будет прекрасно у этих орхидей. Что-то съел. Органическое. Что-то съел. Так, ну вот будем наблюдать вот за этой. Она мне всегда не внушает доверия. Очень надеюсь, что вот у этой скоро начнется корневой рост. Ну вот
давно пересадила, уже, говорю вам, месяца 3-4, листик пошел расти, а чего корни не растут, не знаю. В общем, буду наблюдать. Ну и надеюсь, что этой малейче тоже понравится. Все, всех обнимаю, всем мира и добра. До скорых встреч на канале. Привет вам от Жорика. Привет-привет, вечер того же дня. У меня полив. Я, значит, здесь, пока был Жорик занят, открыла, достала, пролила. Этот стеллаж пролила. Сейчас верхнюю полку проливаю. Пообрезала все ненужные цветоносы. Пролила душем, продушевала. Потому что все в пыляке были орхидеи. Полила их с аминостимом. А цветовод спит. Ухи вывернуты. Цветовод дрыхнет. У него был сегодня тяжелый день. И цветовод пропускает такое интересное дело, как полив стеллажа орхидей. И я вам сейчас покажу, девчонки, эту красоту. Посмотрите, кто у меня тут цветет. Вот такая вот прелесть. Сейчас покажу поближе. Как называется, расскажу. Вот такой вот аленький цветочек. Но он не аленький. У него, видимо, виолацея в роду. По-моему, это первое цветение, да, у нас? Первый раз, да. И называется эта милота Джиаха Блюбери. По-моему, первое. Очень долго он дул бутон. Или это уже второй бутон? Девочки, я извиняюсь. Это первый цветонос, но я вижу, что это второй цветочек. Значит, мы с вами уже в прошлый раз любовались. Ну, давайте полюбуемся еще. Сейчас он не пахнет, потому что вечер, ночь. А вообще он утром очень пахнет. Такой вот красавчик. Очень такой глубокий фиолетовый цвет. Явно есть виолацея. В общем, из цветущих, в принципе, уже, так сказать, почти никого. Вот видите, только что срезала с Baby Face цветоносик. Они такие, когда чистенькие, такие классненькие. Прям я взяла и продушевала. Потому что Лимоша там, да, Лимоша там крылышками машет. И вот так получается. Так, на завтра я оставлю вот эту полку и 2 полки этого стеллажа. И здесь у меня еще нужен полив. Не всех. Я, по-моему, вот так полила. Пол подоконника с утра захватила и убежала. Здесь надо пролить. У меня, смотрите, какая милота. Вот это моя красавица. Растит вон второй цветонос. Видите, молоденький. Я думала ее пересадить, но не тут-то было. Она опять со вторым новым цветоносом. Вот такая вот прелесть здесь. И нужно срезать, конечно же, завтра у этого красавца Биг Бенга. Вот так цветоносик. А может сейчас срезать? Может сейчас? Что ждать завтра? Вот живая почка здесь. Давайте чуть пониже, мне кажется, так будет лучше. Ой, как-то я срез сделала. Надо резко. Ай, все равно. Можно прижечь перекисью водорода, а можно так оставить. Ах, все отцветаем. Майя отцветает, вся выгорела. Отцвела уже у меня Леодора. И, кстати, смотрю, что она уже подсохла. В общем, утро будет завтра позитивно-продуктивное. Будем поливать эту красоту. Здесь надо помыть поддончик. Новые листики растут, а им прям некуда уже даже расти. Вот тут немножко места такое. Вот это вот интересный биглип Аладдин.
Это ж его цветонос, да? Да, его. На 3 бутончика. Вот у него какая-то странная, девочки, листва. Такая вот покрученная вся, с какими-то пигментами. Он у меня пересажен уже. Ой-ой-ой. Надо будет завтра полить. Там немножко воды внизу у него в двойном горшке. Но вижу, что он уже просох. Хотя тургор не потерял, но просох. Завтра его замочу. Да-да-да-да-да. Хатуюки, хатуюки. Хатуюки, конечно, красавица. Цветет и цветет и цветет и бутонится. Главное вовремя поливать, очень быстро пересыхает. Да, эту я вам часто показываю. Семейку из 3 бутончиков. В общем, красота. Все никак не отцветет моя монтрюха. Вот этот вот остался букет. И смотрите, что здесь на этом цветоносе, какие-то непонятки. Ну, девочки, гляньте. То ли это будет продолжение, то ли это будут детки. Ничего не мазала или мазала. Нет, по-моему, я ей ничего не мазала. Девочки, я не помню. Я монтрюхе что-то мазала цветокининкой. Может, я мазала? Не знаю. Но в итоге вот такое вот. Ее нужно пересаживать. Она уже вся из горшка выпрыгивает. У нее один цветонос. Да, наверное, я мазала. И вот это вот оно вот такое получилось. Непонятно что, да? Девочки там как-то обламывают, чтобы пошли листики. Я ничего не делаю. Вот этот цветонос с такими вот пилоричными цветочками. А второй был вот тот цветонос, который идет с этой стороны. Вот он здесь был. На нем есть и стандарты, и вот такие вот красивые тюльпанчики. Поэтому я, наверное, и намазала этот цветонос. Листик растет, корешки, все хорошо. Все хорошо, но кто-то забыл слить вандом воду. Ай-яй-яй. Так, ну это, конечно, прям сегодня меня порадовал. Я думаю, кто там такой красивый? И на фоне с сапфирчиком вообще здоровски. Тут они вдвоем смотрятся, да? Это такой нежный, а это такой темный. Красавцы на одной полочке, прям замечательно. Все, уже будем скучать за цветочками. Цветочки отцветают, отдыхать начинают. Вот это тут тоже давно цветет, но вот такой вот интересный. Тоже, смотрите, отцветать начинает уже хрустальный водопад. Все. Я, кажется, налила в середину. Надо взять салфетку и промокнуть, дабы ничего не случилось. Так, вот эти 2 полки все же я оставлю на завтра. Сегодня не осилю, но вам покажу, какая дети растет у шелерианы. Да? Здорово. Девочки, у меня была срочная пересадка, не показывала ее. Мои, короче, 2 шелерианы, которые были в мхе. В общем, я их залила. Я их экстренно пересаживала вот эту и вот эту. Экстренно пересаживала смесь коры и мха мелкого, потому. Так что уже все пересохли, листики такие вот. Да не, вроде ничего. Я бегом, потому что они начали, там просто уже поставались одни тяжи. В общем, попересаживала и топсинила. Спасала. Так, что там корней нету у моей этой красоты новой. Но они вроде как темные. Мне прям интересно, как она будет расти. И мне кажется, что там уже... Что, ты проснулся, нет? Ты проснулся? Привет. Ты тут валяешься у меня на кухне. Мне кажется, что здесь что-то начинает расти. О! Мне кажется, что прошел процесс. А ну, сейчас, подождите. Мне нужен свет. Что там есть, а?
что-то начало расти. Интересная орхидея это. Да, по-моему, что-то начало расти. Угу. Да, этого не было. Точно не было. Это новый рост там, видите? Вот он, девочки. Вот, новый ростик. Ура, ура, ура. Значит, будем жить. Значит, будем жить. И бульбочки в мхе во влажном такие налитые. Все, будем, хотела сказать, курить бамбук, будем нюхать кокос. Это ж кокосовая орхидея. Орхидея, которая пахнет кокосом. А здесь такой лист красивый идет, новенький. И вот эти листики интересные. Я думала, будет цвести. Это ж надо было, выгнала цветонос, выгнала, да? И взяла и на краешке этого цветоноса устроила детку. Я где-то на просторах интернета, когда смотрела про эту орхидею шиллериану, именно MSH, видео у девочки, и она жаловалась, что она вот грешит этим деткованием и не хочет цвести. И девочка показывала, как она обрывает вот этот вот зачаток, еще в самом зачатке, чтобы она цвела, а не растила деток. Так, это моя серебряная дает листик. Я ее даже, видите, это шиллериана Silver Leaf. Она в апреле приехала, но она в мхе так и сидит, что-то там у нее с корнями. Ну, есть какие-то корни, но их немного. Так, где я ее взяла? Она вообще-то у меня здесь стоит. Вот так вот. Так что вот такие вот дела. Да, давай. Папа ушел на вечернюю прогулку без тебя. Представляешь, а ты спал, ты все проспал. Ой, проснулся. А тут такое. А тут такое. Иди сюда. Обиделся, что без него непонятно чем занимается. Но он-то все слышал, просто услышал, что двери хлопнули. Не взяли его на прогулку. Тебя не взяли на прогулку. Ты сонная муха. Девочки, заборчик так и стоит. Периодически происходит нападение на забор. Иди ко мне. Что с ухом с твоим? Что с твоим ухом? Что такое? На, водички попей. На, иди попей водички. Ты будешь пить водичку? Давай. Ты ж так спал, так спал. Скажи, можешь мне поесть, а не водички попить, да? Скажи, мама, может мне поесть? Ой, ты буси. Ты буси мой. Короче, все. На сегодня хватит. На сегодня хватит. Ты такой кудлатый. Утром был красивый, расчесанный. Бегал, прыгал, валялся везде. И вот такой вот стал. Все, девочки, всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем посылаю вот такие красивые вечерние краски. Это мой любимый спектр. Мой любимый цвет. Фиолетовый, голубой, вот такой синий, лиловый. Можно сюда отнести, наверное, тоже. Посмотрите, какая красота. Посмотрите на эту прелесть. Сапфир must have для вас всех. Это просто невероятно. Я вообще не планировала, что он так будет продолжать рост свой. И я его не закрепила. Он тут еще почку разбудил. И вот так вот он растет и растет и растет. Вы знаете, вот точно там есть, наверное, пульчерима тоже в роду. Потому что очень похоже вот принцип произрастания, как у... Что ты подсказываешь, Лимоша? Ты подсказываешь? Да? Привет! Как у пульчерим, вот такие мелкие цветочки, такой вот длинный цветоносик, ну классно. И розеточка такая, листики посажены очень близко друг к другу. Красота. Да? Красота? Красота. Скажи всем аф и пожелай всем мирной ночи и хорошего дня. Да? Вот такие мы красавцы, вот с такими вот ушами. И вот такая у нас там пасть. Надо смотреть, чтобы зубы не пошли расти вторым рядом. Ну, еще рано. Все, друзья мои. Всех обнимаем. Всем шлем привет. Пока-пока.